Приходская церковь. Настал конец света. Наступил еще один день, который надо прожить. Associated Producers Incorporated в содружестве с продюционе Ларри Гина представляет фильм «Последний человек на земле». В главной роли Винсент Прайс. В фильме снимались Франко Битоя, Эмма Даниэле, Джакомо Росси Стюарт и другие. Было ли вообще что-нибудь до того, как я унаследовал этот мир? Прошло всего 3 года, а как будто 100 миллионов. Оператор Франко Делли Колли. Монтаж Дженни Руджейра, художник Джорджо Джованни. Композиторы Пол Саутел и Берт Шефтер. Авторы сценария Логан Стивенсон и Уильям Ф. Лейчестер по роману Ричарда Мэтьюсона «Я легенда». Продюсер Роберт Л. Липперт. Режиссер Сидни Селков. Да, теперь этот мир принадлежит мне. Пустой, мертвый, безмолвный мир. Многих из них ждет котлован. И каждый день все больше и больше. Сильные пожирают слабых и оставляют их мне для котлована. Вызывает KOKW. Прием. Вызывает KOKW. Прием. Я говорю на международной волне. Прием.
Они не выносят своего вида в зеркале. Он отталкивает их. Нужно взять еще зеркал. Да и чеснок уже выдохся. Было время, когда еда доставляла мне удовольствие. Теперь все обрыдло. Просто горючее для организма. Сегодня обойдусь кофе и апельсиновым соком. Но сначала, для продления моих мучений, надо бы заменить чеснок. Мне нужно его много. Пожалуй, вместо завтрака лучше съездить за ним. Нельзя позволять себе роскошь ярости. Ярость делает меня уязвимым. Она может повредить мой рассудок, а разум — это единственное мое преимущество. Днем они прячутся по своим норам. Надо отыскать их всех. Так, где я остановился вчера? Между Мэдисон-стрит и 31-й авеню. 11 кварталов за 3 года. Всего 3 года. А я не обыскал еще и половины города. Отлично. Как раз нужной толщины, чтобы прекратить их существование. Сколько мне еще предстоит сделать колев, пока я не перебью их всех? Они хотят моей крови. Либо я, либо одни. Меня все еще оттошнит от трупов. Так, подожди. Чеснок. Лучше повесить его на место. Нельзя жить в одном шагу от ада и забывать такие вещи. Бензин кончается. Значит, придется сделать еще одну остановку. Избавлюсь от них позже. Сейчас у меня не хватит бензина.
Чеснок все еще почти свежий. Надо взять ровно столько, сколько надо. Им его надолго хватит. Они научились выжидать. Я все время думаю об этом. Разбитые зеркала надо успеть заменить до темноты. Теперь надо обыскать квартал. Сколько их еще осталось? Сколько мне еще придется продолжать свой крестовый поход? День на исходе. Через час стемнеет. Теперь 12 долгих часов ожидания, пока не взойдет солнце и не загонит их обратно во тьму. Морган, выходи, выходи. Морган, выходи, выходи.
Роберт, помоги мне. Помоги мне. Еще один день. Еще один день, и все снова и снова. Вирдж. Господи, Вирдж, как мне не хватает тебя. Солнце село. Теперь они будут повсюду. Это Морган. Хватайте его.
слышишь, Морган? Ты слышишь меня, Морган? 3 года. 3 года. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вирш, да. Ну не надо, я не накрашен, и волосы беспорядки. Эй, где вы все? Я вижу тут только... Привет, Бен. Слышу, тут вроде дети есть, но не вижу ни одного. Дядя Бен. Дядя Бен. Эй, смотрите, дядя Бен пришел. Кэти. А что ты принес мне? Откроешь и увидишь. Идите все сюда. Это все для Кэти? Посмотри на это. Эпидемия унесла сотни жизней в Европе. Переносится ли возбудитель ветром? Это всего лишь только теория, Бен. Теория? Надо ли напоминать тебе, что теория всегда предшествует истине? Переносится ли возбудитель ветром? Это так, Бен? Не думаю. А если и так? Ну, не переносится. Ты правда так думаешь, или тебе хочется так думать? Я не обращаю внимания на высосанные из пальца домыслы в газетах. Я ученый, а не паникер. У тебя кладбищенский оптимизм. Это, как я понимаю, комментарий к моей работе в лаборатории? Мы оба знаем, как тебе тяжело работать. Прости, Бен. Я просто не разделяю идею о вселенской эпидемии. Дядя Бен, ты обещал показать нам фокус.
Хорошо, Кэти. Ну разве можно отказать такой мордашке? Ну, кто хочет посмотреть фокус с картами? Скажи, Роберт, может ли этот вирус или микроб перенестись по воздуху? Все может быть, Вирдж. Лучшие умы мира работают сейчас над этой проблемой. Вирус виден под микроскопом, но он не похож на бактерии, известные науке. И что из этого следует? Он не может быть уничтожен ни одним методом, известным нам. Но раз весь мир ломает голову, они должны найти решение. Эй, мама, а когда мы будем делить торт? Ну вот видишь, сейчас наша главная проблема, как разрезать торт. Мама, уже иду. Тебя разбудил ветер? Он теперь всегда дует. Как ты себя чувствуешь? Со мной все хорошо. Не вставай, дорогая. Я не больна. Надо приготовить тебе завтрак. Тебе не надо беспокоиться. Я правда в порядке. Иди читай свою газету. Ну хорошо. Милая, послушай, если тебе нехорошо, пожалуйста, возвращайся в постель. Я просто немного устала, вот и все. Господи, ну неужели никто не может найти вакцину? Наша лаборатория только этим и занимается, Вирдж. Может быть, будет лучше не отводить Кэти сегодня в школу? Хорошо. А ты пойдешь на работу? Обязательно. Боб, я так боюсь. Все будет хорошо, любимая. Мерсеровский институт химических исследований. Ну как? Бациллы размножаются. Это разбивает вдрызг нашу теорию. В образце происходит увеличение количества вирусов даже после того, как я поместил его на предметное стекло. Эти клетки продолжают жить за счет других, доктор Мерсер. Но может быть в этом и есть ответ? Вы слышали, что прекращены все контакты с другими континентами? Да, слышал. Теперь мы замкнуты только сами на себя. Что же будем искать дальше? Где Кортман? Он должен быть уже здесь?
Вы вдвоем продолжаете отрабатывать вирусную теорию, пока я не увижу, что она бесплотна. Хорошо. Слушаю вас. Морган ведет вас в курс дела. Хорошо, сэр. Ну и что сегодня изрек себе великий Муршот науки? Что-нибудь новое? Он ищет ответ, Бен, так же, как и все мы. И также ничего не находит. Улица забита грузовиками с мертвыми телами, которые они сваливают в тот жуткий котлован. А преданный доктор Мерсер продолжает развивать свои нудные, лишенные выражения подходы. Ты можешь предложить что-то лучшее? Может быть и так. По крайней мере, я хоть иногда отхожу от догм. Бен, здесь ничего сложного нет. Неизвестный микроб разнесен по всему свету. Он высокоинфекционный, и заболевание достигло размеров пандемии. Скажи, ты не веришь, что некоторые из мертвых могут вернуться? Дай лучше работать. А почему они сжигают тела? Почему их просто не похоронить? Потому что это лучший из известных методов держать под контролем распространение эпидемии. Во всяком случае, мы все в это свято верим. Ты предпочитаешь верить в вампиров? Если они существуют, то да. Сколько случаев было описано, Боб? Людьми, которыми сошли с ума от страха. Может и так. Но у них слишком много общего. Я говорю о случаях с людьми, которые умерли, а затем снова вернулись к жизни. Это все росказни, Бен, росказни. Тогда почему инфицированные люди так устают в дневное время? Почему они не могут находиться на солнце? Почему они появляются только ночью? Взгляни лучше сюда. Смотри. Я знаю, что это так же, как... Смотри. Скажи мне, это бациллы или нет? Это ничего не меняет. И эти бациллы были найдены в крови каждого инфицированного человека, так или не так? Показывая мне этих микромов, ты не опровергаешь случай воскрешения, Боб. Суть в том, что если это и правда вампиры, они существуют вне зависимости от того, что ты видишь под микроскопом. Ладно, давай за работу. До специального распоряжения наша станция будет продолжать круглосуточный репортаж о национальном бедствии. А сейчас мы переключаемся на столицу штата, где его превосходительство губернатор обращается к нам из ситуационного центра. Позже я выйду на связь с федеральным правительством, объявившим в нашем штате чрезвычайное положение. Здоровье населения напрямую зависит от того, как тщательно мы будем сжигать инфицированные трупы. Вы обязаны немедленно уведомить Департамент здоровья, если в вашем доме есть жертвы эпидемии. Ни в коем случае не посещайте общественные места, ввиду страшного критического положения, которое существует. Сказали что-нибудь новое? Нет, ничего нового. Ничего. Мама, ты где? Мама, я ничего не вижу. Мама, я вызову врача. Я же сказал, не надо. Видж, они ничего не могут сделать. Но мы не можем ее просто оставить вот так вот лежать. Только так у нее есть хоть какой-то шанс. Если ты вызовешь врача, он сообщит о ней. Ты этого хочешь? Мама, помоги мне. Мама, помоги мне. Как ты можешь быть так уверен? Слепота – один из симптомов. Ты не должна вызывать врачей ни при каких обстоятельствах. Никто не должен входить в наш дом. Запомни это. Мама, мама, где ты? Я должен еще забрать Бена Кортмана по дороге в лабораторию. Никто не должен входить в этот дом. Никто. Помни это. Нет, нет, пожалуйста. Нет, пожалуйста, не бросайте его в котлован.
Пожалуйста, ради Господа, не бросайте, не сжигайте его. Вы не можете так поступить. Кто там? Это я, Бен. Мы опаздываем. Бен, что с тобой такое? Ничего, и я хочу, чтобы было так и дальше. Подожди, давай поговорим. Да здесь не о чем разговаривать. Ты думаешь, что я сошел с ума? Ты смеялся надо мной и моей теорией. Теперь ты можешь стать одним из них. Послушай, ты болен, тебе надо к врачу. Никаких докторов. Ты заботься о своей жизни, а я как-нибудь позабочусь о своей. А теперь уходи отсюда. Ты понял? Уходи. Если вы хотите найти кого-нибудь здесь, кроме меня, забудьте об этом. Неужели никто не пришел? Да, это так. Есть хоть какой-нибудь прогресс в последних результатах? Нет. Пока нет. Но верьте мне, Морган, мы найдем ответ. Когда, доктор? Ответ мне нужен сейчас. Мне он нужен. Вы единственный, кто не побоялся прийти сегодня на работу. Ну и что будет дальше, доктор Мерсер? Неужели все умрут до того, как кто-нибудь найдет вакцину? Нет, я так не думаю. Мне кажется, мы здесь имеем дело с довольно странным витком эволюции. Но человечество не будет уничтожено. Тот факт, что вы и я работаем здесь сегодня, является свидетельством этого. Так, ну все, поехали. Когда? Когда? Я позвонила врачу. Я же говорил тебе никому не сообщать. Боб, она ослепла. Она ничего не видела. Она все протягивала ручонки и ощупывала меня. И вдруг ее не стало. А потом пришли они.
Я пыталась остановить их, но они ее забрали. Я видел на улице грузовик. Это были они? Они? Да. Простите, дамочка, но я ничего не могу сделать. Пропустите вот этот грузовик, а отойдите с дороги. Назад, ребята, никто туда не пройдет. Пожалуйста, я всем говорю, отойдите за эту линию. Так, следи внимательнее. Идите дальше, дальше. Освободите проезд грузовику. Сюда. Эй, вы, мистер, вернитесь. Немедленно вернитесь. Этот грузовик приехал с Маркет-стрит? Я спрашиваю, вы с Маркет-стрит приехали? Я не знаю, мистер. Эй, вы, вам не позволено быть здесь. Убирайтесь. Я сказал, убирайтесь отсюда. Мне нужна моя дочь. Послушайте, здесь много дочерей. И моя дочь тоже. Боб, я не вижу. Я не вижу. Вердж. Ну нет. Я не позволю им сбросить тебя в котлован, Вердж. Я обещаю. Я не позволю им сбросить тебя туда.
Пусти меня. Пусти меня. Пусти. Пусти меня. Кто там? Кто это? Роберт. Морган. Мы убьем тебя, Морган. Ты слышишь? Ты слышишь, Морган? Если Кортман думает, что может насолить мне, разбив машину, он становится скучным. Вот это с откидным верхом вроде ничего. Может, даже и отделка неплохая. Но теперь я не думаю о комфорте. Было время, когда я даже прикупал что-то для машины. Но теперь мне нужна просто труповозка. Вот этот универсал, похоже, подойдет. Живой. Он живой. Погоди, не убегай. Иди сюда. Не убегай. Вернись. Вернись сюда.
Где бы он ни был, я должен отыскать его. Даже если придется обыскать каждую улицу, каждый дом, каждый дюйм этого города, я должен найти его. Вернись. Эй, малыш, ты где? Ты где, песик? Иди сюда. Они мертвы. Их закололи. Колья сделаны из металла, а не как у меня из дерева. Кто-то еще выжил в этом городе. Но где они могут быть? Где они прячутся? Сколько их? Откуда они появились? Почему я не встречал их? Говорит Роберт Морган. Если кто-нибудь слышит меня, ответьте. Ради всего святого, ответьте. Вызывает KOKW. Вызывает KOKW. Ответьте мне. Все-таки ты решил вернуться ко мне? Хороший мальчик. Ну нет. Не волнуйся, малыш. Все будет хорошо. Вот увидишь. Ну вот теперь, когда мы тебя отмыли, тебе должно быть получше. Давай положим тебя здесь, и можешь отдыхать. Мы все почистили. Отдыхай. Ты, похоже, знаешь, кто там за дверью. Так ведь? Бедная безгласная животина. Все будет в порядке. Никто тебя не обидит. Все будет хорошо. Хорошо. Тебе уже становится лучше. Мы проведем вместе много хороших дней. Вот увидишь, все будет просто отлично.
Какая проза. Подождите, я не причиню вам вреда, вы понимаете меня? Да подождите вы. Я ничего вам не сделаю. Подождите. Я не смог бы быть на дневном свете, если бы был одним из них. Вы же знаете, что они не выходят до заката. Вы пойдете со мной или предпочитаете встретиться с ними? Ну как, вам лучше? Да. Выпейте чашку кофе? Спасибо. Вы, кажется, очень неплохо здесь все устроили. Похоже на то. Меня зовут Рут Коллинз. Я была замужем. А потом потеряла моего мужа. Вы живете один? А вы были женаты? Да. А дети? Дочь. Что это вы делаете? Пожалуйста, прекратите. Не надо. Не надо. Меня тошнит от него. Почему вы отворачиваетесь? Вы инфицированы? Вы заражены. Нет.
У зараженных людей аллергия на чеснок. Вы считаете, что я одна из них? Скоро так и будет. Вы так подумали только потому, что я... Разговорами фактов не изменить. Факты? Какие факты? Что я почувствовала тошноту? Я всю жизнь не переношу чеснок. Я видела своего мертвого мужа, разорванного на куски прямо перед нашим домом. С тех пор я брожу по миру одна, прячась по ночам, питаясь одними отходами. Меня тошнит от трупов, от страха. Я не могу спать. А теперь вы кричите на меня. Вы схватили меня, когда я просто шла, ударили, притащили в этот дом. И в довершение всего, когда мне стало плохо от того, что вы пихнули в лицо связку чеснока, вы говорите, что я больна. Куда вы пошли? Отпустите. Вы не можете выйти из дома, уже почти ночь. Выпустите меня. Через несколько минут улицы будут полны ими. Мне все равно. Пожалуйста, тогда давайте я просто сделаю анализ крови. Не прикасайтесь ко мне. Не прикасайтесь ко мне. Вы должно быть голодны. Я принесу вам что-нибудь поесть. Вы должны поесть. Я не могу. Вы, кажется, привыкли к ним настолько, насколько смог бы любой другой. Я больше их не боюсь, если вы это имеете в виду. Я защищаюсь от них, но только потому, что их много. Поодиночке они слабы и умственно неполноценны, как изголодавшиеся животные. Если бы у них была хоть одна капля разума, они бы давно нашли способ ворваться сюда. Выходи, Морган. Слышите? Это Бен Кортман. Он был моим другом. Вашим другом? Он был мне как младший брат. Если я смогу отыскать его днем и уничтожить... Но вы сказали, что он был вашим другом. Если я найду, где он прячется, я воткну в него кол, как и во всех остальных. Вы смогли выжить среди всего этого ужаса. Как вы думаете, почему? Наверное, я избран. Смешно. Или, возможно, потому, что очень давно, когда я работал в Панаме, меня, пока я спал, укусила летучая мышь. Я думаю, что та летучая мышь еще до меня где-то получила вирус вампира. И к тому моменту, как он попал в мою кровь, он был изменен и ослаблен иммунной системой летучей мыши. И вот в результате у меня иммунитет. Это только предположение, но это все, что я могу придумать. Вы ведь не считаете, что у меня тоже есть иммунитет, так ведь? Очень просто узнать, так это или нет. А что вы сделаете, если я заражена? Вылечите меня? Вы не хотите отвечать. Я и так отлично знаю, что вы сделаете. Болезнь неизлечима. Однако способ должен быть. Раз мы не можем убить микроб, нужно найти способ остановить его размножение. Если бы у меня было оборудование и время, которых у вас нет.
Итак, вы одна из них. Была. И если не сделаю укол, стану снова. О чем вы говорите? У вас есть способ для решения? Да. Как вы сказали, оно должно было быть. Я пользуюсь вот этим. А что это? Дефибринированная кровь плюс вакцина. Кровь кормит микробы. Вакцина изолирует их и удерживает от размножения. Мы должны принимать ее постоянно. Мы? Мы? Нас уже достаточно много. А я думал, вы были одна. Я собирался лечить вас. Вас это не насмешило? Нет. А теперь я хочу услышать правду. Я хочу узнать, зачем вы пришли. Чтобы понять, насколько больше вы знаете, чем мы. Но оказалось еще меньше. Мы живые. Инфицированные? Да, но живые. И мы собираемся построить новое общество. Покончить с теми несчастными существами, которые не живы и не мертвы. И начать все снова. Вы хотите привлечь меня? Вы не можете к нам присоединиться. Вы для нас монстр. Почему вы думаете, я побежала, когда увидела вас? И это при том, что я согласилась следить за вами. Я очень боюсь вас из-за того, что слышала. В нашем городе вы легенда, живущая днем вместо ночи, оставляющая как свидетельство своего существования обескровленные трупы. Многие из тех, кого вы уничтожили, были еще живы. Многие из них были дороги людям из нашей группы. Я не знал. Есть какой-нибудь способ вам выбраться отсюда? Что вы имеете в виду? Они придут за вами сегодня ночью. Вот почему меня послали сюда. Чтобы предотвратить ваше сопротивление. Я должна удерживать вас, пока они не придут. Чтобы убить меня? Да. Ваше новое общество довольно очаровательно. Создание нового мира никогда не бывает очаровательным или нежным. И вы еще говорите, что шокированы моим насилием. Так чего вы ждете? Почему бы вам просто не пристрелить меня и не закончить об этом? Давайте же. Теперь, когда вы все знаете, что вы будете делать? Что вы делаете? Уже все закончилось. Что? Посмотрите. Посмотрите в зеркало.
Видите? Переливание помогло. Антитела из моей крови работают. Моя кровь спасла вас, Рут. Вы понимаете, что это означает? Вы и я можем спасти всех остальных. Мы теперь не одни и никогда больше не будем одни. Вы уверены? Подождите. Не бойтесь. Подождите, куда вы пошли? Им надо сказать, что вы больше не представляете угрозы. Вы не можете уйти отсюда. Вы спасете всех нас. Когда они придут, у нас не будет времени для объяснений. Они идут убивать. Ради всего святого, отпустите меня, Роберт, пожалуйста. Рут, послушайте, завтра. Ну, пожалуйста, Роберт. Завтра, Рут. Завтра все будет хорошо. Нет, нет. Что, Рут? А что, если действие закончится? Не закончится. Я уже проверил твою кровь под микроскопом. Подожди, я покажу тебе. Ты сама увидишь, а я проверю еще раз. Рут, ты только посмотри на это. Рут, ты убедишься сама. Никаких изменений нет, я все проверил дважды. Ну-ка, отойди-ка от нее. Рут, ты в порядке? Ты в порядке? Беги, Роберт. Роберт, беги. Роберт, они идут убивать тебя. Беги, беги. Вон он. Подождите. Вы не понимаете. Подождите. Схватите его. Подождите. Так, окружить квартал. Быстрее.
Сюда. Все сюда. Так, сюда. Закрывайте все проходы. Оружейная. Отойдите. Вон он, идет к церкви. Не стрелять. Уроды. Вы все уроды. Все вы уроды. Мутанты. Стойте. Какие же вы уроды. А я человек. Последний человек на земле. Роберт. Они боятся меня. Они просто меня боятся. Они не знали.
Не плачь. Теперь не о чем плакать. Мы теперь все спасены. Все в безопасности.